Привет, Прокси! Если ты ищешь сильного и простого в освоении электро-ДД, то Солдат 11 Эмби твой лучший выбор. Она стала первым ограниченным S-ранговым электро-ДД агентом и сразу же ворвалась в топ-меты благодаря простому, но очень сильному игровому процессу, основанному на механике Aftershock. Что же в ней такого особенного? Сейчас разберемся. Если ты любишь яркие удары, динамичные бои и тонны урона, то тебе точно стоит обратить на нее внимание. Что же делает Солдат 0 Эмби топовым электро-ДД? Высокий урон и легкие комбо. Механика Афтершока. Ее атаки вызывают доп. Урон даже после использования навыков. Эффективная система серебряной звезды, заполняя шкалу, а потом уничтожая врага. Отличный урон по оглушенным целям. Идеально для команд с контролем. Отличная синергия с оглушающими и саппорт-агентами. Но есть и минусы. Не лучшая для массовых боев и удобнее сражаться один на один. Зависит от команды. Без стана ее потенциал раскрывается не полностью. Электро-ДД уже имеют сильные бесплатные альтернативы. Так что, если у тебя мало ресурсов, возможно, стоит подождать. Как правильно играть за Солдат 0 Эмби? Теперь давайте разберемся, как максимально эффективно использовать ее потенциал. Шаг первый. Накапливаем серебряную звезду. Основная механика Эмби — серебряная звезда. Это трехуровневая шкала, которая заполняется, когда ты атакуешь врагов. Как накапливается серебряная звезда? Обычные атаки, базовое накопление. Атака с рывка быстрее заполняет шкалу. Контратака после уклонения. Один из лучших способов накопления. Спецатака обычная и заряженная. Связанные атаки, то есть цепочка атак или ульта. Сразу полностью заполняют всю шкалу. И все виды помощи союзников. Враг может получить до 99 единиц серебряной звезды, а каждые 33, 66, 99 очков заполняют один сегмент шкалы. Шаг второй. Превращаем серебряную звезду в урон. Как только шкала заполнена, начинаем спамить лазурную вспышку. Ее мощную атаку в рывке. За каждые 33, 66 или же 99 очков враг получает заряд белого грома. Лазурная вспышка поглощает белый гром, вызывая удар с эффектом Афтершока. После накопления 3 белых громов можно использовать 3 лазурные вспышки подряд. После 3 Афтершоков Эмби вызывает мощную атаку. Карающая молния. Так что игровой процесс выглядит таким образом. Накапливаем серебряную звезду, используем лазурную вспышку и наносим большой урон. Вся ротация у Эмби будет заключаться в том, чтобы собрать вот эту вот звезду. Самый лучший способ — это ульта и спецзаряженная атака. Сразу дают 3 звезды, можно сразу заспамить лазурную вспышку 3 раза. То есть вот используем спецатаку, например, или используем ульту. Заряжаем вот эту вот звезду полностью, то есть 3 сегмента. Теперь, чтобы ее разрядить, используем быстрым нажатием спецатаку. Не зажимая, быстрым нажатием. Раз, два, 3. Все. Разрядили. И все по кругу. Или обычными атаками. Тут будет дольше процесс, но сделать можно. Или атакуете, задерживаете, и она будет делать вот такую атаку в прыжке. И опять разряжаете. Вот. Бьете, зажимаете, она будет атаку в прыжке делать. Эта атака заполняет почти что 2 сегмента. Разряжаете. Можно также вот с ульты. Сразу 3 сегмента дает. Ну тут этот чудик помер раньше времени. И все, то есть можно атаками в помощи, переключение с персонажа на персонажа, в защите. Обычными атаками, как я сказал, атакой в рывке, вот. Это вот эта вот атака. Спецатакой заряженной и ультой. И быстрым нажатием спецатаки разряжаем все эти ее
звезды, по сути. То есть это будет вся ее ротация. Потому ей удобно и легко играть, по сути. И вкратце про ее задатки, то есть по сути ее основная механика. Первым будет ключевой пассивный эффект разности потенциалов. 25% урона по врагам, отмеченных серебряной звездой. 30% множитель критического урона для атак с эффектом авторшока. Чем выше крит дэмэдж, тем сильнее эффект авторшока, естественно, урона от авторшока. И дополнительный бонус еще, это дополнительная способность электролизация. 10% шанс крита для амби и 25% урона от авторшока для всей команды. Стоит ли крутить солдат 0 MB? Если ты любишь простых, но сильных ДД, а обожаешь быстрый агрессивный бой, ищешь крутого электро ДД, у тебя есть саппорты или стан персонажи хорошие, то да, MB отличный выбор. Но если ты уже играешь за Мияби или Эвелин, предпочитаешь массовые атаки, не хочешь заморачиваться с механикой Aftershock, то может стоит подождать другого персонажа. Амплификаторы для солдат 0 MB. Чистота утраты. Ее фирменный амплификатор. И тут без вариантов. Безумное количество крит урона. Пассивка держится постоянно. Плюс бонус к электроурону в придачу. Идеальный выбор, если он у тебя есть. Струны ночи. Не для Эмби, но зато дает крит шанс и крит урон, что ей очень нужно. Спецэффект ей бесполезен, но чистая стата делает этот вариант хорошим запасным решением. Аптечка Заншин. Примерно то же, что и предыдущая, но еще стабильнее. 20 крит шанса и 45 крит урона. Всегда активны. Чистая выгода. Бонус к урону от рывка не нужен, но и без него это хороший выбор. Усмиритель беспорядков 6. Вариант с неплохим крит бафом, но слабее, чем предыдущие два. Подойдет, если ничего лучше нет, но ничего особенного от него не надо ждать. Маркатор Реверб. Если можешь постоянно поддерживать аномалию, то этот амплификатор хороший выбор. Лучший бесплатный вариант для Эмби. Но если не можешь постоянно активировать баф, вторую часть бафа точнее, его эффективность резко падает. Звездный двигатель. Неплохое бесплатное оружие, но есть нюанс. Основной баф работает только после контратаки или быстрой помощи. Эмби не использует их в своем комбо, так что придется придумывать обходные пути, чтобы извлечь максимум. Сера. На бумаге выглядит неплохо, но на практике сложно поддерживать. Дает много сил атаки, но не всегда можно будет вовремя иметь полное количество стаков этого оружия. И последний вариант, это оружие из Battle Pass, артиллерийский ротор. Хорошо оно только тем, что увеличивает крит шанс, так что будет чуть проще крит шанс собрать для Эмби. Ну и дает силу атаки, но не так уж-то и много, если, конечно, полностью не прокачать. Если прокачать полностью, 5 наложений сделать, то будет 12 сил атаки сверху. Дальше драйв-диски. Лучшим вариантом будет гармония теней. Заточен под авторшоки и атаки с рывка. Дает 15% урона, 12% крит шанса и 12 сил атаки при полном наборе стаков. Солдат 0 Эмби легко поддерживает все бафы без дополнительных усилий. Это ее лучший сет, берите, не задумывайтесь. Лучше всего комбинируется с двумя частями Детлакор Электро, если вам нужен крит шанс. Гормон Панк или астральный голос. Вот. Астральный голос, сила атаки, если вдруг вам нужна. Ну или Гормон Панк, они оба одно и то же дают, по сути. И Thunder Metal.
Если вдруг нужно вам электробонус. И остается песень о ветке и клинке для крит урона. И если вдруг хотите процент пропития, то фугу электро. Дальше другой вариант, это Thunder Metal, грозовой Heavy Metal. Дает хороший буст урона, но требует постоянного статуса шока на врагах. Если получается поддерживать шок, этот сет может конкурировать с гармонией теней. Если нет, его эффективность сильно падает. По расчетам, баф держится в среднем 60% времени. Чем больше, тем лучше. Лучше всего комбинироваться с двумя частями. Опять же, взять Талакор Электро для шанса. С песни о ветке и клинке для крит урона. Астральный голос и гормон панк для силы атаки. И остается у нас фугу электро для процента пробивания, если вдруг вам нужно. По какой-то причине. И остается последний вариант, это Дятвакор Электро. Woodpecker Электро. Обычно это сильный сет для множества персонажей, но у солдат 0 Эмби есть проблема. Главный минус, ее бурст комбо не включает базовые атаки или контрудары, из-за чего стакаться будет сложнее. В среднем у него будет около 1,5 стаков за ротацию, что снижает ценность сета. Лучше всего можно комбинировать с двумя частями сета. Гормон Панк и Астральный голос снова. Гормон Панк, Астральный голос для силы атаки. Песень о ветке и клинке для крит урона, если нужно. Можно вот две гармонии тени, урона от авторшока и атаки в рывке увеличить, если понадобится вдруг. И опять же у нас вот фугу электро для процента пробития. И все. Теперь статы. В четвертый диск ищем крит урон, крит шанс. Чего не хватает, но по сути нам нужен крит урон больше, так как у нее урона авторшока увеличивается от крит урона. В пятый диск ищем бонус электро урона. И в шестой силу атаки ищем бонус. В доп статах ищем крит шанс, крит урон в равной силе. Ну, желательно, конечно, и то, если повезет. После этого ищем атаку и пробитие. И можно уже бонусом обычно атаку без процента. Если сильно повезет, то можно ее насобирать. В конечном итоге у вас должна получиться атака 2600 минимум. Ну, отсюда уже чем выше, тем лучше, естественно. Крит шанс 70-90%. Ну, 70 будет вполне достаточно, если повезет, конечно. И, конечно, у 90 это вообще просто супер-пупер. Крит урон 160% минимум. А отсюда уже чем больше, тем лучше. Естественно. Солдат 0 Эмби нуждается в крите уроне сильнее, чем другие персонажи. Ее пассивка дает доп множитель 30% крит урона на авторшок, поэтому чем больше крит урона, тем лучше. Теперь перейдем к командам. Сначала рассмотрим тех, с кем Эмби будет хорошо синергировать, то есть с кем у него могут получиться идеальные команды. Первый это Пульхра. Пульхра усиливает весь урон от авторшока, а у солдата 0 Эмби его действительно много. Пульхра занимает минимум времени на поле боя, но вносит солидное количество оглушения. Позволяет Эмби накапливать энергию для ульты или проводить обычные атаки. Если есть Пульхра, берите ее в команду в первую очередь. Дальше у нас или же Астра, или же Цезарь. Тут уже в зависимости от того, кто у вас есть, и в шию, кого вы можете использовать. Эти два персонажа мощнейшие саппорты, которые вписываются практически в любую команду. Дают огромный буст урона. Почти не требуют времени на поле боя. Позволяют солдат 0 Эмби играть без ограничений и наносить еще больше урона. И теперь уже вот перейдем к командам.
к идеальным командам. Естественно. Первый вариант у нас неизменным, это будет Эмби. И дальше у нас Пульхра, она у нас в приоритете, то есть идеальным вариантом будет. Если ее нету, но вдруг есть Циньи, то Циньи будет тоже хорошим выбором. Но Пульхра в приоритете. И в последний слот берем, как уже до этого говорили, это Астра Яо, она будет приоритетная. Дальше, если у вас есть Люси, ее тоже можно взять, она тоже силу атаки увеличивает. И Люси по желанию можно заменить Николь, чтобы резала защиту у врагов и дополнительно бафала в зависимости от того, какой у нее амплификатор одет. Это будут, скажем так, идеальная команда, лучшая, через оглушение, через стан. Второй вариант это команда с двумя саппортами, то есть по сути Эмби будет тут супер-гипер ДД. Здесь у нас в приоритете должна быть Астра, как последний слот. Или же, если вдруг ее нету, то можно поставить Люси или Николь. Во второй слот здесь будет Цезарь. Но опять же, если Цезарь нету, то можно поставить и Люси, например. Но Астра Яо тут в любом случае должна быть. Тогда. И вот так вот будет команда с полной поддержкой Эмби выглядеть. И последний вариант это, скажем так, free-to-play. Опять же, это Эмби. Это у нас Пульхра снова. Как раз для free-to-play в самый раз. Кто крутил Эмби, она у вас должна была в любом случае выпасть. Хотя бы одна копия точно должна была выпасть. Цени, если вдруг она есть. Но Пульхра опять же в приоритете. И в последний слот берем или Люси, или Николь. Люси будет лучше, так как она силу атаки бафает. Но можно и Николь. И вот это вот фри-то-плей команда. А дальше отсюда уже можно делать, что получится. Или что захочется. Можно поставить, например, скажем так, больше лорную команду сделать. И собрать вот таким образом. То есть Эмби, Солдат 11 и Люси. Люси можно заменить на Николь, но тогда у вас неполная синергия будет. Или же взять Астру Яо, например. Или же взять Цезарь. То есть тут уже можете менять, как вам хочется и как вам нравится. Единственное, что все будет зависеть от того, как у вас члены команды одеты и кого вы будете использовать. И последняя часть гайда это вот бамбу. Если вдруг у вас команда с разными элементами, то есть вы не можете подобрать бамбу, зависящие от элементов команды, в команду можно взять сейчас вот он, Knight Бу, рыцарь Бу, вот это вот. Он был за ивент. Чтобы его взять, нужно достаточно иметь в команде персонажа поддержки, и все. То есть он не зависит от элементов. Будет помогать повышать силу атаки в команде и восстанавливать энергию. Дальше такой же похожий это Бравлер Бу. Он зависит, по сути, вот от борьбу. Он зависит от того, если у вас в команде персонажа нападения или аномалии. Он будет просто помогать, по сути, доп урон наносить. Если вы играете с Циньи в команде, то можно взять Штекер Бу, если он у вас есть. Или же взять... Где он тут? А, вот он. Или взять Электробу. Это если вы будете с Циньи играть, так как она электро, и Амби тоже электро. И остается последний вариант. Это вот этот вот Батлер Бу. Но вам в команде нужны два агента из Виктории.
То есть тут уже чуть сложнее. Но базово он будет вот энергию восстанавливать. Помогать. То есть его можно взять, если у вас в команде вообще все разные элементы и никто не подходит ни подо что. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Кто новый на канале, подписывайтесь. Посмотрите другие видео на моем канале. И до встречи в других видео.